Ух ты. Ой. Иха, это был старатель. Встань. Да сейчас. Встань из-за стола. Я встала! Подай мне подсвечник, он на бочке, что у двери. Да, мы в этой хижине. Ага. Тут есть разные штуки, Топорики. Это ножницы. с которыми мы можем взаимодействовать. Ножницы. Молоток. Сейф, о, рука. Картина. Зеркало. Или зеркало. Ну, Это по-моему, зеркало. картина. Нет, это зеркало. Фигурки. Ну, Подсвечник на бочке. Принеси его сюда. А на Хорошо. улице что? Молния, что ли? Дверь закрыта. О, поставили. Теперь сядь. Все, сел. Позвольте кое-что разъяснить. Это было твое право на ошибку. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. О. На чем мы остановились? Так. Мы в любом случае выбираем карту, но здесь мы можем усилить карту, а здесь мы можем добыть какие-то предметы. Давай усилить карту. Я тоже так думаю. Угу. Итого у нас 2 жизни на партию. Медведь, которого мы уже видели. Жаба. Отбивает воздушные атаки. Угу. И кошка. Ну, неплохой расклад, я тебе доложу. Не, кошка это хорошая штука, но Нет. она занимает место на столе. Поэтому, я думаю, одной кошки нам хватит. Хорошо. Медведь это жирно, но я пока не уверен, что у нас есть в нем необходимость. А вот жаба, которая ловит летунов, мне интересно. И знаешь что? Я думаю, именно ее мы сейчас и усилим. Может быть, стоит, конечно, усилить горностая. А у нас по-прежнему есть? Да. Группа изголодавшихся выживших. У нашего костра есть место для одного зверя. Увеличится его сила. Ни за что. Он не хочет рисковать. И у меня есть подозрение, что там, ну, давай возможно, жабу, есть какой-то скрытый момент. Давай жабу. Ты решила уйти. Нет, ты знаешь, мне кажется, что все-таки это чисто улучшение. И, судя по всему, нас ждет бой с боссом. Ух ты. Ух ты ж. Деревья начали смыкаться, и на тебя опустился холодный туман. Издалека донесся звон железа. В твою сторону ковылял какой-то мужчина. Ой. Иха, это был старатель. Стрёмное такое. Прекрасный тост. Окей, погнали. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть вьючный мул, который смещается после хода, судя по всему. Да, перемещается вправо. Угу. И у нас есть койот. С койотом мы знаем, что делать. Да. Так, у койота 2 очка здоровья. Нам, думаю, понадобится черепаха. Но, полагаю, чуть позже. Угу. Мы можем призвать жабу. Белка есть, жабу можем, да. Но я не уверен. Я пока выложу белку, потому что летучих существ тут нет. Угу. А на следующем ходе этот койот ударит жабу, и она умрет. Тут всего 2 здоровья. Да. Поэтому я пока пропускаю ход, хай нас 1 раз ударит, а мы посмотрим, что будет. Угу. Тыть. И теперь, чтобы призвать... Так куда он ударил? В пустое? В нас. А. Теперь. Да. Давай возьмем новую карту. Какую новую карту мы возьмем?
Я думаю, мы можем сейчас попробовать взять вот эту карту. Потому что мы сейчас победим все равно койота, и у нас есть скунс. Отлично. Но мы выкладываем жабу. За счет белки. Вот так. Теперь жаба атакует койота, она его убьет. Этот койот бьет по булыжнику, все нормально. Мул попытается двинуться влево, но идти ему некуда. Думаю, да? Думаю, да. Пробуем. Ить. Койот бьет по булыжнику. Теперь, для того, чтобы призвать какое-нибудь еще животное, нам надо белки. Бери вон. Поэтому я сейчас возьму белку. А белок можно брать по одной, да? По одной заход, да. Угу. И, пожалуй, пропускаю ход. Потому что для волка нам все равно нужно 2 белки. Угу. Жаба у нас есть, койот еще долбится в булыжник. Пробуем. Вот. Теперь мы можем взять вторую белку. Так. Белка 1. Белка 2. И берем волка. Клац, клац. Ага, Класс. ага. И теперь волк добивает этого вьючного мула, чтобы это нам не дало. Давай попробуем просто. И пока хватит. Тыть. Так. А, Отлично. да ладно. Мой мол. Да. Не получилось. Этот койот убил нашего волка, и этот койот раздолбил камень. Но у нас теперь есть куча зверья. Угу. У нас теперь есть куча зверья, и нам надо что? Убить койота. Нам надо 2 животных выложить. Для 2 животных мне нужно... У нас есть 1 белка. Белка, еще одну взять и вытащим какое-нибудь серьезное животное. Какое у нас серьезное есть? Сейчас разберемся. Белка 1. Белка 2. На гадюку нужно 2 жертвы, на жабу 1 жертву, на воробья 1 жертву, но воробей бьет насквозь. Кунс ослабляет. Воняет насквозь. О, давай попробуем. Ну, по крайней мере, да. Мне вот интересно, что он делает своим вот этим. Он ослабляет противоположную карту. Ну да. Тоже нормально. Угу. И давай жабу. Вот эта жаба убьет койота. Этот койот будет долбиться об скунса. Эта жаба бьет вперед. Что еще мы можем? Пока хватит. Пока да. Пробуем. Угу. Я понял. Скунс пока что не способен воевать, он просто делает слабым своего противника. И я думаю, мы сейчас пожертвуем, наверное, скунсом, чтобы призвать гадюку. Давай. Ага. Берем белку. И призываем гадюку вот сюда. Она, по идее, его сейчас добьет. А ну. Пробуем. Ага, у него 2 жизни. Ну, понятно, босс. Ой, в этих картишках золото. Давай. Класс. Это он такое делает нам? Да? Почему? Ну, судя по всему, правила здесь устанавливает он. Угу. Окей, у нас есть 3 золотых самородка, у нас есть какая-то гончая. Страж. Он будет лезть туда, где мы выложим карту. У нас есть черепаха, воробей, нам надо белки. Угу. Пробуем, смотрим, что он сделает. Я подозреваю, что он сейчас раскусит это золото и освободит нам место. Берем белку. Все, я поняла, что это он занимает нам место золотом. Видишь? Перескочил. По идее, сейчас мы поставим белку сюда. И он перескочил. И теперь мы выкладываем черепаху.
которая будет с ним махаться. Мгм. И я думаю, она выдержит... Да, она выдержит 3 Да, атаки. по цифрам я смотрю, да. Пробуем. Тынц. Ага, ослаб. Так, у нас есть воробей. На воробья нужна 1 жертва. Берем белку. Но пока не выкладываем, потому что если мы сейчас выложим белку, сюда эта собака перелезет и будет атаковать уже нас, когда воробей Да-да. будет летать. Сложно Ну как, не сложно, а надо просчитывать. Ну, в принципе, логично, да. О, Да, вот поэтому мы это сделали. И теперь... Что у нас здесь есть за карта? У нас здесь есть волк. Мгм. Такой себе расклад. Я предпочел бы сделать... Я предпочел бы, чтобы выпало что-то другое. Волка я пока вызвать не могу. Да. Ладно. Мы сейчас выложим белку, призовем воробья, хай воробей потихоньку бьет босса. А потом, если что, за счет белки и воробья призовем сюда волка, чтобы справиться с гадюкой. Гадюка нас 1 раз пускай сейчас укусит. Угу. И теперь Ага, с помощью... А подожди. жду. А вот мне интересно. Мы можем выдержать еще приличное количество ударов Как ты это понял? по весам. А, по весам. Я думаю, гадюку пока поигнорировать и накапливать ресурсы. Мгм. Пропустим еще 1 удар, Мгм. или нет, мы победили. Как ты понял? Ну, увидел, сколько урона. А, по весам. Всегда смотри на весы. Позволь мне вновь зажечь твои свечи, я тебя пока не убью. Класс. Спасибо. Итого у нас 2 жизни на 1 карту. Карту в смысле путешествия. Путешествие. Ты первая за долгое время, кому удалось справиться с боссом. В качестве награды тебе разрешается выбрать редкую карту. Выбирай с умом. Окей. Так. У нас есть бедное брошенное дитя. Оно не умрет, если принести его в жертву, но хватит ли у тебя духу это сделать? Какая-то химера, Ну, не которую можно бесконечно приносить в жертву. Мгм. Странная личинка. Да. Странная личинка через 1 ход во что-то превратится. Ух ты ж. Ура Юли. Ого. 7 урона, 7 здоровья, 4 жертвы. Это, на мой взгляд, пока что сильно жирно. Только хотела сказать, какая-то где-то в ней подвох есть у этого ура Юли. Ну, начнем с того, что на него 4 жертвы надо где-то Да, наколебать. 4 карты со стола смести. Вот. У нас уже есть кошка, поэтому Да. странное существо. А вот личинка неизвестно во что может превратиться, это интересно. По Да, крайней мере, это интересно. да. А то плоскогубцы стоят на месте, все нормально. Удары кирки старателя все еще гремели в ушах, но ты продолжила свой путь. Хм. О, Едкий запах гнили и плесени пронизывал влажный воздух. Каждый шаг отзывался звуком ползающих существ. Ты с опаской вошла в болотистый край. Итак, выбор карт, предметы, костер, алтарь. ну, слушай, там мы были с точки зрения даже просто исследования. В алтарь пойдем после выбор карт. Пойдем? Да, думаю, да. Думаю, надо попробовать так. Что у нас здесь есть? Выдра. Когда я хожу, она ныряет. Ага, то есть это она неуязвима на его ходе. О, Неприкосновенный улей. Если до него кто-то дотронется, у тебя в руке появится пчела. Интересно. прикольно. Богомол. Его передние когти бьют вправо и влево. Окей. Я думаю, надо попробовать улей. Богомол будет бить в разные стороны. Это специфическая карта. Мгм.
Выдра, ну я не знаю. Я пока не уверен, что нам нужна именно такая механика. А дополнительные карты мне всегда нравились. Ну, такого плана игр. Мгм. Алтарь? Да, да. Просто даже интересно, что это. Так было у нас такое. Да. Мы приносим в жертву какую-то карту И... и усиливаем ею другую карту. Ну смотри, в жертву мы можем кошку принести. Ну, тогда мы ее потеряем. А, потеря... Тогда скунса давай. Да. Ну, вулык мы еще не знаем. С кунсом мы уже работали. Так, из кунса мы можем применить... Кому? О, ты знаешь, вонючая черепаха. Как ты смотришь на эту идею? А что она вонючая? Ну, когда мы приносим в жертву карту... О, она берет его в эти самые Да. особенности. Давай, нехай воняет. Вонючая черепаха, которая держит кучу ударов и наносит удары сама. Я думаю, это круче, Ой, чем что и скунс. вонючая. Честно говоря, черепахи, они реально вонючие. Я не знаю, про скунса у меня не было, а вот черепаха была, она воняет. Нет, клянусь, воняет черепаха. Фу. Я тебе верю. Ну, сейчас проверим на практике наш сетап. Меня. Ты смотри, какой. Какой-то сетап вообще-то с душком у нас. Да. Жаба. Жаба на следующем ходе нанесет нам 1 урон, или мы можем поставить против нее, вот, например, горностай. Мне нравится эта идея. Угу. Белка. Горностай. Ладно. Жаба ударит горностая, горностай ударит жабу. Да, он должен победить жабу. В конечном итоге, по сумме урона. Пробуем. Ну. Ох. Ой. Ой. Ну, понятное дело, это больно. Так, и я думаю... Сплошные гадюки. Гадюки. Жаба гадюкин, смотри. Да, А? я как раз об этом подумал. Берем тогда белку и призываем жабу. Я знаю, с кем мы сейчас сражаемся. И теперь пробуем. Так, чувак, дело чести победить этот жаба гадюкин. Так, ты должен будешь победить жабу. Довольно! А там дальше еще одна змея. Я думаю... Гремунчик написано, я читаю Кременчук. Думаю, ничего себе зовут, чувак. Не, гремучий. Кременчук. Так, у нас есть волк. И все. Да? Да. Мгм. Сейчас будет больно, я думаю. Нам надо взять... Карту. Нам нечем играть, у нас один горностай. Странная личинка. Горностая приносить в жертву я не хочу. Давай странную личинку принесем. Но мы же хотели узнать, что она делает. Ладно, у нас есть небольшой запас урона. Мы можем это выдержать. Давай. Кременчук. Да. Это было неприятно, Угу. но мы с этим справимся. Так, для того, чтобы призвать волка, нам надо 2 жертвы. У нас их 1. Нам надо белку. Угу. Нам надо белку. И я так думаю, что странная личинка у нас сейчас не выживет. Мы не знаем, что она за одна. Беда в том, что у нее... у нее 3 здоровья. Она выдержит 1 удар. А по нам сейчас прилетит 1, 4, 5. И нам как раз 5. Беда. Так. Ну, придется, а что делать? Плоскогубцы. Вот теперь мы должны выдержать. Ты себе вырвал зубы? Да. Прекрасно. Мы такое кино смотрели недавно. Вот теперь мы должны это выдержать. Ну давай. Ух ты.
Все равно? Личинка не выжила. Видимо, яд наносит дополнительный урон. Когда карта с этим символом наносит обидчику урон, тот сразу погибает. Короче, я чувствую, мы проиграли. И без зуба теперь остались. Да. Такое. Ну, Сходили за хлебушком. Ага. без вариантов. Ай.